Вот настал момент, когда я хотел завести автомобиль на холодную и поделиться с вами тем, как автомобиль шумит на холостых в момент заводки. У нас 9 часов 31 минута, в парковке плюс 1,5. Первые секунды заводки, кто слышит? Первые секунды заводки, кто слышит? Без цоканья. Сейчас, внимание. Цоканье уже началось. Так, не совсем еще не началось. Вот. Уже прям четко и отчетливо слышно этот шум на холодную. Автомобиль у нас еще не прогрет. Уровень масла. Вчера я неудачно включил проверку. Есть минус проверки системы. Проверяется масло на холодную. Ну вот, слава богу, показал уровень масла, видно. Вот, все-таки успел я настроить. Для тех, кто задастся вопросом. Так, и еще один момент. Заметил, у данного автомобиля автомобиль можно прогревать 25-30 минут. Даже при такой температуре на улице, плюс 2. Ну, может быть, преувеличил на минут 5. Но когда печка включена, автомобиль греется 20 минимум минут, 20-25. Я обычно выключаю это вот этой кнопочкой. Выключаю печку и жду, когда у нас прогреется автомобиль. Дребезжание ручек. Думал, что же дребезжит. Так, ну буду снимать бесперерывно. Специально, чтобы люди послушали. Кто, может быть, знает, что за стучок вот этот цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик такого плана. Надеюсь, вы услышали. Но этот автомобиль 2013 год, объем 2,8, Audi A6, коробка DSG, двигатель CHVA. Тот двигатель, когда в интернете хочешь что-нибудь себе интересное найти для автомобиля, ну, допустим, как стайлинг, что-то в таком духе. Когда ты ее набиваешь, видимо, считывает информацию твоих интересов и начинает выдавать тебе всевозможные проблемы о горе, о двигатель, о задир цилиндров и так далее. Поэтому в первый месяц меня автомобиль конкретно напугал, потому как суммы на самом деле не слабые. Начинается от 200 тысяч ремонт автомобиля, точнее двигателя. Но на этом автомобиле я уже проехал порядка 6 тысяч. Поменял масло на, ну, уже видно, 3900. Пробежал с того момента, как поменял. А поменял я на этом автомобиле уже 504 допуск Mobil 0V30 ESP формула.
Затем поменялись масла, поменял в коробке, масло в раздатке, масло в заднем редукторе, затем антифриз двигателя, затем тормозную жидкость, ну то, что было по необходимости. Еще были тормозные колодки, и еще дополнительно топливный фильтр, плюс свечи зажигания. И еще вот самое главное, все, что я перечислил, это было все оригинал, кроме антифриза. Антифриз был юникомовский, ну такой недешевый. В общем, примерно так все и происходило. Ну, что еще осталось поменять, это вот мне буквально недавно, когда уровень масла проверял в коробке, у меня возник вопрос, правильно ли выставлен был уровень, потому как ухо заостряется в тот момент, когда ты все вроде поменяешь, находишь какие-то дополнительные шумы. У меня паника была на второй день, я слышу какое-то жужжание, зызание, короче, из-под автомобиля. Еще обратите внимание, вот прогрелся уже автомобиль, цоканье уже меньше, его практически не слышно, но оно еще есть. Я постараюсь еще протянуть время до того момента, когда вот это вот цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик такого плана, ну, характерный звук металла, стуканье, он пропадает. И у меня большинство вопросов к этому автомобилю, что это за звук, что это такое. И видеороликов, если обращаться к интернету, очень много, но много не по теме. Большая часть связана с задиром цилиндров. И уверяю я вас, то, что я поставил оригинальные детали, это был конкретный оригинал. И был даже момент у меня, когда свечи зажигания с Москвы приехали, и я увидел, что просто обнаружил, что это подделка. Ну, не знающий, наверное, бы это не увидел и не определил бы. Ну, благо, что я открыл упаковку, посмотрел, проверил. Ну, обычно я это делаю, и слава богу, что все обошлось. Ну, как свеча зажигания на автомобилях, ну, серьезная деталь. Большинство автомобилистов не понимает этого, считает, что свеча это, ну, такой неважная деталь. Ну, блин, зря. Детонация двигателя и так далее, много еще можно информации найти связано, про нее я сейчас не буду говорить. Но свечи менять обязательно, так же как и воздушный фильтр. Это вот два таких момента, которые вот, ну, я считаю важным. Помимо этого еще и топливный фильтр. Ну и еще на сегодняшний день, вот на дату, сейчас где у нас дата, мы ее найдем. Дата у нас 25/11/19. На сегодняшний день все, что я перечислил: масляный фильтр, воздушный фильтр, масло в двигатель, затем салонный фильтр, затем топливный фильтр, который в бак ставится, масло в двигатель, масло в коробку, масло в редуктор, в задний мост, антифриз, свечи зажигания и тормозная жидкость, включая тормозные колодки. Все это мне обошлось в 50 тысяч. Но еще потребовалось, ну, приобрести сейчас подушки двигателя. Их я тоже приобрел, но пока еще их не менял. Оказывается, что на этом автомобиле CHVA 2.8 необходимо менять сразу две подушки. При этом нужно покупать еще одну прокладочку. Это мне обошлось, только пока приобрел, обошлось в 16 тысяч. Скоро будем менять, работа обходится в 6 тысяч. Это средняя цена по рынку, поэтому цены называю те, что я получаю. И еще прогрев. Уже видится, что 60, возможно сейчас 70 будет. И обратите внимание, вот
Уже практически звука цокания не слышно. Цокания уже нету. Подойду даже чуть ближе. Даже постараюсь открыть капот, чтобы звуки. Сейчас наверняка слышится лучше. А вот если бы я ранее открыл бы, это цоканье было бы слышно прям очень сильно. Сейчас его практически не слышно. То есть люди добрые, кто знает, в чем эта проблема, подскажите. Мне необходимо это устранить. Да. Устранить. Да, и еще момент, связанный с пробегом. Родной пробег, я второй хозяин. Автомобиль брался у знакомых, поэтому все родное, не скрученное. Ну что, думаю, на этом все. Поделитесь комментарием, что это за звук, ваши предположения. И если кто-то это знает, поделитесь, пожалуйста, скажите, что это такое, что за стучок, чего ждать, чего ожидать. Всего хорошего, пока.